Привет, с вами Pixel TV. Сегодня Clash Royale. Сегодня мы прошли испытания с электрическим духом. Сейчас я покажу вам крутые колоды, которыми можно проходить это испытание. Первая колода — это Spellbait обычный, только вместо ледяного духа вы берете электрического и тащите. Потом у нас следующая колода 2.6. Также вместо ледяного духа берете. И последняя колода — это с арбалетом. В принципе, сейчас посмотрим. Я лично проходил с Spellbait'ом. Смотрим первый бой. Мы играем с Spellbait'ом. Кидаем мы бочку. Противник сразу вальку кидает. Противник готовит хога сейчас. Мы сейчас кидаем ракету. И красиво задефаемся, не теряя ни одного хп. Противник кидает. Так. Мы кидаем принцессу, он кидает бочку скелетами. Кидаем электрического духа, чтобы он по всему давал. Тут мы аккуратненько бревно закидываем. В принципе, дефаемся в 0. Также мы кидаем бочку. И крайне неудачно мы кидаем ее. Так. Далее мы смотрим, что тут у нас. Противник кидает валькирию. Мы аккуратно тут кидаем рыцаря, чтобы мага не замечала. Ну и так мы, в принципе, отдохнемся. Я готовлю электрического духа тут. Минус принцесса. Электрический дух удачно прыгает. Мы тут убиваем эту. Аккуратно кидаем бочку, но он готовит бревно и сносит ее. Летит сразу же Хограйдер. И кидаем рыцаря. Нам идет хороший урон. В принципе, противник сравнялся с нами по хп. Аккуратно идем. Погибает принцесса. Закидываем аккуратно бочку. Но сейчас бревна как раз нету. Он его поздно начал контрить. Тут мы аккуратно закидываем электрического духа. Принцессу сразу на деф. Адскую башню. Он, кстати, с десяткой сидит, а это очень плохо. Аккуратно тут бревнишко, но мы не попали ни по кому. Так, чуть ли не минус принцесса. Аккуратненько, он уже 2000 от этого хога. Принцесса уживает на моего хп. И получается, сейчас мы играем. Тут мы решаем спасти принцессу в последний момент. Далее что у нас тут? Он кидает это. Далее что мы видим? Хограйдер летит, мы адской башней контримся. Это очень простая игра. Бочка тут падает, мы электрического духа кидаем, который всех сносит за раз. Принцессы аккуратненько, рыцаря. И, в принципе, остается ракету кинуть и фаербол. Бревно. И мы побеждаем. Я не понимаю, зачем бревно кинул, но смотрим следующий бой. У противника Горгик. Мы сразу начинаем с бочки. Противник правильно то, что контрит бревном. Аккуратно мы принцессу скидываем. Он мешаем, их ее контрит. Тут мы сразу же готовимся в деф. Королевского гиганта дефать сейчас будем. Он запает. И в итоге королевский гигант не наносит урон. Тут мы аккуратно электрического кидаем. И тут наша ошибка. Мы кинули рыцаря.
И рыцарь получил достаточно много урона. Он кидает опять же пустую тратить эликсир. Мы готовим принцессу, ставим. Он кидает бревно. Мы кидаем сейчас банду, чтобы законтрить пламенника. И, в принципе, отдефаемся. Хорошо. Тем временем он получает урон. Если мы так узнаем, у него нету бревна, мы наносим ему урон. Мы сразу думаем, сейчас будет, скорее всего, королевский гигант, как и есть. Тут мы аккуратно думаем, как сделать. Он правильно все делает. Электрический дух кантривает все. Сейчас мы будем кидать бревно, чтобы королевского гиганта откатить. И в итоге королевский гигант нам не наносит урона, что действительно хорошо очень. Тут он бревно решил не кидать, решил не пекать дефаться. Повезло ему. Что мы сейчас увидим здесь? Он готовит сейчас бревно кинуть, чтобы наших гоблинов убить. Но один гоблин остается, и все хорошо. Электрический идет на башню. Кидаем принцессу мы сзади. Тут мы готовим рыцаря кидать. Сейчас готовим ракету скинуть, чтобы какой-то урон нанести ему. И попадаем по мушкетеру. Тут же сразу он готовит свою атаку. Тут он бревно красиво скидывает. Тут мы аккуратно идем. Запает он. Бревно летит. В принципе, сейчас для нас очень все плохо. Мини-пека очень сильно нам ударяет. Это очень даже больно. Так мы теряем полвышки. Даже больше полвышки теряем. И сейчас в какой-то степени нам просто надо дефаться и потом добить. Сейчас происходит очень плохо все. Потому что очень... Тут мы аккуратно адскую башню скидываем. В принципе, мы сейчас очень сильно даже проигрываем. Кидаем и зап аккуратно. Он запает его. Электрический дух наносит урон. И мы кидаем ракету. И выигрываем. И крайняя катка на сегодня. Противник играет с 3 заклинаниями. Действительно странно. 3 мелких заклинания. Но в принципе это против столбейта более-менее нормально будет. Тут он кидает электрического. Мы аккуратно рыцарем контрим. Сразу сходу пека. От противника идет. Мы аккуратно электрического кидаем, который даст по вышке тоже хорошо. Готовимся в дев. Ставим инферно. Пламенник кидает аккуратно, очень аккуратно пламенник кидает, но благодаря заклинаниям хорошо отдефивается. В принципе, тут все нормально. Мы скидываем принцессу и задефиваем. Он кидает туда эту. Но гоблины наносят урон хороший. Ну, кстати, они электродуха тоже забили. Тут мы готовим рыцаря на деф. И в принципе идем вперед у нас. По эликсиру мы идем вперед. И по урону. Он готовит пеку. Гоблины герои. Наносит урон тоже. И уже у него полвышки нету. Сразу же мы готовимся в деф. Ставим адскую башню. Видим то, что у противника сейчас зап. Аккуратно ждем, выжидаем. Кидаем гоблинскую вышку. На пеку кидаем принцессу. И в принципе сейчас будет уже скоро двойной эликсир. Что ему будет в плюс, а нам с пекой будет сложнее сразиться. Тут мы готовим сразу уже рыцаря, чтобы он электрический прыгнул на него. Все, не нанес урон. Сразу же сейчас от нас полетит бочка, которую он сразу контроль бревном правильно и делает. Мы готовим принцессу и готовимся на деф, потому что сейчас двойной эликсир, у него сейчас достаточно много его. По левой стороне он кидает рыцаря, зачем, не понимаю.
Адская башня все живет еще. Кидаем рыцаря. И у него остается меньше 1000 хп на вышке. Он пытается что-то сделать. Так, и получается то, что идет мини-пека по той стороне. А тут он готовит сразу бревно, но он его скидывает неправильно. Летит электрический дух, летит, атакует. Ну и остается 600 хп. В принципе, не особо сложно добить. Я рыцаря ошибся, очень плохо скинул рыцаря. Тут опять же ошибся, но в принципе мы с пылами его закидаем, да и все нормально будет. Всем выпадает, всем забыл, не понимаю. Сейчас летит от нас бочка. Мы сейчас бревнишко скинем на добивание. И он тоже скидывает. В принципе, осталось скинуть 2 ракеты. Количество духа он кидает. Мы аккуратно тут дефаемся, не торопимся никуда, чтобы выиграть. Он все запад хорошо. Сейчас у него есть это самое бревно, вот это как раз я и говорю, он бочку контрит, и все, осталось одно бревно плюс ракета. Далее мы кидаем принцессу на деф, оставляем рыцаря, кидаем опять же бочку. И тут осталось буквально 1 ракета, и все. Отличная игра. Кстати, это была последняя катка, как выиграть электродуха. Если тебе нравятся такие ролики по Clash Royale, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи и пока.